говоря о Троице Сергиевой Лавре, нельзя, конечно, не рассказать хотя бы немного о Сергии Радонежском. Сергий Радонежский – это не его настоящее имя. Этого человека при рождении назвали Варфоломей, родители назвали его Варфоломей. И родился он недалеко от города Ростов-Великий, тоже это направление. Он был из семьи боярина, и, как все дети его круга, он пошел учиться в школу. И в школе не очень хорошо ему удавались предметы, он учился плохо, очень поэтому переживал. И жизнеописание Сергия рассказывает о том, что когда он пас скот, животных, и все время думал, как же ему сделать, чтобы лучше учиться в школе, вдруг к нему спустился ангел. И это вы видите на картине известного художника русского Нестерова. Варфоломею явился ангел, и вы видите, ангел держит модель монастыря. И это и есть будущий монастырь Троицы Сергиева Лавра. Ангел сказал Варфоломею, чтобы он не переживал по поводу своих плохих оценок в школе, потому что у него другая судьба. Вот ему предстоит выполнить вот такую особую миссию – создать духовный центр на русской земле, Троице Сергиеву Лавру. И когда этот отрок, узнал, можно сказать, свою будущую судьбу, он успокоился, и когда он был юноша, он решил стать монахом. По православной традиции, когда человек уходит от обычной светской жизни, мирской жизни в жизнь религиозную, он меняет все, в том числе и свое имя. И вот как раз Варфоломею, который стал монахом, дали новое имя. И это имя как раз Сергий. Он пришел сюда, вот на этот холм Маковец, где были дремучие леса, вместе со своим братом. И они здесь построили первую деревянную церковь, которую они посвятили Троице. Фрески при входе в монастырь, которые вы видите, как раз рассказывают о жизни Сергия, сначала с его братом Стефаном. Потом Стефан не выдержал этой тяжелой жизни, жизнь была действительно тяжелая, и ушел в Москву. Сергий здесь остался один. И он делал все сам. Рубил дрова, носил воду. Постепенно к нему начали приходить другие монахи. Он всех принимал. И вот так на этом месте постепенно начал складываться мужской монастырь. Когда это было, спросите вы, было это очень давно. Это середина и вторая половина XIV века. Время очень тяжелое для нашей земли. Даже не могу сказать государства, потому что государства тогда не было. Это были отдельные княжества, но самое главное, что все это находилось под властью монголо-татарского ига. Не было самостоятельности у страны. Страны как таковой не было. Монастыри были те редкие центры, где люди могли себя чувствовать более или менее в безопасности. Поэтому к Сергию начало приходить очень много людей. Сначала только мужчины, которые становились монахами, а потом уже стали приходить люди с семьями. И поэтому они не могли жить в монастыре, они стали селиться за стенами монастыря. И таким образом и получился вот этот посад, то есть то, что село вокруг монастыря. Сергий был настоятель, главный человек в монастыре. Он был необыкновенный настоятель, потому что он не только руководил монахами, а он жил и строил свою жизнь так, как написано в Библии. Он старался быть очень справедливым. К Сергию приходили разные люди, и самые бедные, и князья, и спрашивали у него совета, как очень мудрого и знающего человека. Слава Сергия Радонежского, настоятеля этого монастыря,
Троицкого, как тогда говорили, она постепенно распространялась по всей стране. Сергия стали называть потом преподобный, то есть, значит, подобный Богу, потому что жизнь его действительно была жизнью праведного человека в самом настоящем значении этого слова. Самый известный факт из жизни Сергия, который говорит о том, каким он пользовался влиянием и уважением всей русской земли, это благословение московского князя Дмитрия, который потом получил прозвище Дмитрий Донской, на битву с монголо-татарами. Эта битва, которая вошла в историю под названием Куликовская битва, произошла в 1380 году. Дмитрий, молодой человек, князь, абсолютно неуверенный в себе, даже боялся очень идти на эту битву, потому что все битвы русские князья раньше проигрывали. Все монголо-татары были очень сильны. И для того, чтобы получить какую-то внутреннюю духовную силу, он пришел сюда, к Сергию. И Сергий благословил его на эту битву. Очень важный факт. Сергий был еще очень умный политик, поэтому он понимал, что это нужно, потому что в войске Дмитрия Донского были люди из разных княжеств. Это была первая попытка объединения. И Куликовская битва вошла в русскую историю как первая победа над монголо-татарами. И это колоссально важно. После смерти Сергия в самом конце XIV века Сергий был причислен к лику святых. Монахи, которые описывали его жизнь, отмечают такие факты, как совершение чудес. Сергий был чудотворец. И традиция ходить к Сергию, он похоронен здесь, в Троицком соборе, конечно, эта традиция после его смерти стала очень популярной на Руси и потом в России, и даже сейчас. Люди приходят сюда поклониться, помолиться, спросить совета, успокоиться. Кто зачем идет, да? Каждый идет со своей целью. Сюда приходили все русские цари. Они делали богатые дары, подарки монастырю, только потому, что они уважали необыкновенно этого святого человека Сергия Радонежского. Иван Грозный, Петр I, очень много сюда приходила верующая очень царица Елизавета Петровна, Николай II. То есть трудно назвать русского царя, который бы не приходил сюда в паломничество. Приходили сюда пешком. Вот сложилась такая традиция приходить в этот монастырь пешком. Опять-таки, как жест уважения к святому Сергию, который только пешком и ходил всегда. Так что жизнь монастыря и лавры абсолютно неотделима от этого имени Сергий Радонежский. Когда Сергий начинал жить как монах, вокруг него сначала было мало людей, потом людей стало очень много. Это было даже слишком для него, потому что Сергий хотел общаться с Богом, он хотел оставить место в своей жизни для уединения и молитвы. Сергий, как говорит одна из легенд, уходил часто из своего монастыря, из лавры, в окрестные леса. Лесов было тогда очень много, ну их и сейчас много. И вот однажды, когда он ходил один по лесам и молился Богу, в частности, одна из молитв была о спасении земли русской. И он долго молился об этом и заснул. И когда он проснулся наутро, он увидел, что рядом с ним забил источник, родник чистой воды. Об этом говорит легенда. И этот родник стал называться Гремячий ключ. Ну что, давайте посмотрим поближе на источник Гремячий ключ. И здесь, у источника преподобного Сергия, мы и попрощаемся. Пока!